chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco. Когда мы говорим о еде, то в первую очередь перед глазами возникают картинки, собственно, самих продуктов. Ну, вот яйца. Правда, от какой породы мы не знаем. Или молочные продукты. А, собственно, что лежит в их основе? Что находится вне упаковки? Из чего сделаны эти продукты? Часто все это остается в тени. И речь идет прежде всего о сортах растений и породах животных. Без них мы не получим еду в принципе. Ну, для меня это аксиома. Причем не получим еду как органическую, так и индустриальную. Добрый день, меня зовут Юрий Столповский. Я занимаюсь исследованием генофондов домашних животных в Институте общей генетики Российской академии наук. И на данный момент являюсь президентом общероссийской организации Slow Food в России. Меня интересует генетика и тема сохранения генетических ресурсов животных. Именно проблема сохранения биоразнообразия вот буквально на наших глазах в течение всей моей жизни стала набирать очень мощные обороты. Почему? Потому что в мире происходит где-то катастрофическое, где-то менее значительное, но исчезновение местных пород животных. Это мировая проблема. Причин исчезновения несколько, но я назову основную, с моей точки зрения. При индустриальном развитии производства продуктов питания мы видим явное сокращение породного разнообразия, потому что, как правило, местные породы не могут выдержать конкуренцию по продуктивности с коммерческими породами, за которыми есть очень хороший, в том числе и пиар. Местные породы созданы для другой системы производства, где главным является качество, а не количество. Вот с одной стороны мы имеем местные породы, их адаптационные способности, традиции с ними связаны, эстетическое удовольствие. С другой – индустриальные породы и, как правило, исключительно экономический интерес. Стоит напомнить одну цифру. Из 8000 пород мира, которые зарегистрированы в ФАО, около 85% это местные породы. В России осознают проблему сокращения породных ресурсов и прекрасно понимают, что страна с различными агроклиматическими условиями обязана сохранить свой собственный национальный состав пород. Или, как мы говорим, генофондный чемоданчик. Тем не менее, если сорта растений у нас сохраняются, например, в коллекции Вавилова, известной на весь мир, в Санкт-Петербурге, то банка пород по всем домашним животным пород просто нет. Животные выживают по принципу: если порода востребована на рынке, то она выживает. Если нет, то, извините, нет. Россия огромна, поэтому есть разные примеры и тенденции сохранения местных пород. В каких-то регионах приняты программы по сохранению местных пород, например, в Калмыкии, Башкирии, Туве. А где-то в огромном регионе по территории, порой сопоставимой с большой европейской страной, разводится одна индустриальная порода. В настоящее время на территории России зарегистрировано более 400 пород. Всего около 900 селекционных достижений. Это огромное богатство. Сохранить ту или иную породу в моей стране, а вернее получить государственную поддержку, возможно, если организовать так называемое генофондное хозяйство. Не каждому это по силам. Поэтому таких хозяйств в России явно недостаточно. У нас есть ассоциации, общественные организации, которые озабочены сохранением отечественных пород. Наиболее организованные, заметные любители и селекционеры пород лошадей, где есть группа людей, поддерживающих наши местные породы. Мы же в рамках нашей организации Slow Food в России поддерживаем ряд местных пород овец, коз, лошадей, оказывая часто бесплатно их владельцам
так называемые генетические и селекционные услуги. Например, проводим генетические тесты на чистопородность и происхождение, без которых не получить генофондный статус. На проторенной дороге сочная трава не растет, так сказал мне один фермер в Италии. И это стало символом нашей деятельности. 2 года назад мы организовали первые гастрономические экспедиции и назвали их «В поисках утраченного». Идея заключалась в том, чтобы отправиться в экспедицию по непроторенным дорогам в тот или иной регион, чтобы найти, рассказать о малоизвестных породах, сортах растений, о каком-то продукте. Так мы организовали экспедицию в город Азов, где произрастают местные сорта винограда, надежда российского виноделия, сорта винограда Красностоп и Белый Кушмацкий. А перед этим в Башкирию, где мы познакомились в прямом и переносном смысле с бурзянской пчелой и бортничеством, которое сохранилось в Европе только на территории Башкирии. После каждой экспедиции мы создаем небольшой видеоролик о наших героях, рассказываем о них в социальных сетях, на страницах журналов, читаем лекции на различных научных и общественных площадках. Тем самым привлекаем внимание к проблеме сохранения местных ресурсов животных и растений. Популярность местных пород растет, я это чувствую, но очень медленно. Пожалуй, уже не стоит волноваться за романовскую породу овец, которая распространена по всему миру. Она сейчас востребована, как ярославская корова, одна из лучших молочных пород России. Сохраняется энтузиастами мезенские, вятские лошади. Кстати, вятскую лошадь описал еще российский поэт Александр Пушкин. Восстановлена павловская порода кур. Мы наблюдаем ренессанс карачаевской овцы. При этом десятки пород ждут своих покровителей. Их судьба полностью зависит от человека. Сможем ли мы сохранить породу вживую, или сохраним только их ДНК, или они будут героями страниц вот такой книги «Ковчег вкуса», которую мы выпустили совсем недавно. Уверен, в России и в мире сейчас наступает переломный момент. Либо мы научимся ценить и сохранять национальные генофонды растений и животных, используя весь наш накопленный опыт и знания, либо останемся ни с чем. Мы сегодня говорим о еде настоящего и будущего. Мы говорим о необезличенных продуктах, говорим о сопроизводителях, говорим об уникальности национальных кухонь. Отрадно, что тема сохранения биоразнообразия в нашем движении Slow Food стала основополагающей. Она весьма популярна в мире и становится очень важной в моей стране. Я сижу на фоне своей коллекции фигурок коров, которую я собирал всю свою сознательную жизнь. Здесь около 200 экземпляров. Коровки сделаны из разного материала. Мне привезли из Австралии, Америки. Но я бы очень хотел, чтобы мы сохранили не только наши местные породы в виде фигурок, а чтобы они сохранились вживую на наших фермах в разных регионах мира. Добра вам!